Ты кто такой? А кого работаешь? Что вам нужно? Я вам ничего не сделал. Ты кто такой? Меня зовут Платон. Платон, ты работал на нашей территории. Проблем захотел? С кем работаешь? С Йо-хо-хо. У меня на ютубе канал Топ-Бир. Братан, принеси кейс. Ребята, я знать вас не знаю. Что я вам сделал-то? За что? Ну я... Пустите меня, а? Братан, пиво. Ну да, пиво. Крафтовое пиво для дегустации. Для дегустации? Прекрасно. Стой! Что за неуважение к пиву? Если вы устали от евролагеров, а желание попробовать что-нибудь интересное и по-настоящему вкусное толкает вас на преступление, то вы на правильном канале. Это Топ-Бир и его ведущий Платон Харитонов. Я в гостях у мотоклуба Берсеркерс МС. Берсеркерс МС – новосибирский мотоклуб, образованный в 2006 году. Братство близких по духу людей, предпочитающих ездить на мотоциклах и мотоциклетный образ жизни. Мотоклуб имеет свои уникальные цвета и также поддерживает красно-белое движение. Каждый год 2 августа Берсеркерс МС участвует в мероприятиях, приуроченных к Дню ВДВ, проезжая колонной по центральным улицам города. Мотоклуб также ведет активную социальную деятельность. Братство участвовало в благотворительной акции в помощь детям, больным онкологическими заболеваниями. Не главным, но, пожалуй, самым интересным и приятным подарком для детей была возможность посидеть за рулем мотоциклов и прокатиться в компании членов мотоклуба. Какой алкоголь предпочитают люди, которые проводят большую часть жизни в седле, наслаждаясь ревом мотора и дорогой под колесами? Что предпочитают Берсеркерс МС? В седле мы предпочитаем не пить. Это несомненно, но когда вы отдыхаете, когда вы расслабляетесь, что вы любите выпить, чтобы как-то оттянуться, расслабиться? Пиво. Виски. Виски. То есть пиво и виски, в принципе, любой алкоголь, ничто вам не чуждо. Но если вы пьете пиво, есть какие-то предпочтения, что вы любите? Да, все по-разному. Кто-то темное, кто-то светлое. Да. Ну, то есть темное, светлое. Да, я крафтовое тоже брал, пил. Ну что ж, сегодня, я думаю, я освежу твои воспоминания, ну и удивлю тебя. Это что за печенюшки? К чаю? К чаю. Нет, это брецели. Ну, не к чаю, конечно, к пиву, чтобы обновить рецепторы перед следующим пивом. Эй, вот твоя закуска. Обновляй рецептор. Расслабься. Чем богатый, тем и рады. О, благодарю. Ну что, закуска на столе. Приступаем к первому пиву. American Pale Ale Hooligans Vacation от московской пивоварни Green Street. Плотность 13,5, содержание алкоголя 5,1, расчетная горечь 48. Американская версия британского бледного эля, представленная пивоварами в качестве летнего, легкого, дерзкого и обаятельного напитка с легкой горчинкой и ароматом трав, цедры и персика. Хорошо. Ну, предлагаю сразу его не пить, а оцените аромат. Потому что если вы пили только обычные наши лагеры, которые продаются у нас, такого аромата вы точно не почувствовали. Хлебом. Хлебом. Да. Этот с зернышками. Вызывает желание попробовать. Да, пахнет вкусно. Не стесняйтесь сделать такой побольше глоток, чтобы ощутить всю палитру. Такое горчит. Немножко горчит. Ну так вкусно.
Ну, нормально. Горечь приятная такая. Интересно, ну такого, да, еще ни разу не пил. А градусов сколько? Ну что уже, пьянел. Ну, есть чуть-чуть. Ну, плотность 13,5, а содержание алкоголя 5,1. Не очень крепкое пиво. Мы с вами пьем в наших бокалах American Pale Ale от пивоварни Green Street Hooligan Vacation. Дай глянуть баночку. Какой-то артхаус. Сон сумасшедшего. Текущая вариация банки — это дебют этого пива в банке и дебют новой серии этикеток. Таких ядерных, безумных, которые рисовал московский художник Саша Рисуй Туси. Саша РТС. Вот это, ну, такой достаточно знаменитый молодой художник. А кто это нарисован? Хулиган. На комара похож. На комара похож. Ну да, что у него Нос. много такой, длинноват. Ну, такой хулиган, который куда-то, да. Хулиган. Ну, собственно, здесь и нарисовано. Хулиган Пиноккио. Да. Они футбол, то есть именно хулиган, Green Street хулиган. Ага. Был фильм про футбольных фанатов в свое время. Хулиганы с Зеленой улицы. И вот как раз здесь этот хулиган и нарисован. Ну, я говорю, такая зашифрованная игра слов от пивоваров. Как ты сказал? Что там American? Это стиль пива. American Pale Ale, то есть американский бледный эль. Собственно, отличие от его такого прадеда британского бледного эля в том, что используются ингредиенты исключительно местные, то есть американские. Это самое главное для американских хмель, который дает всю эту ароматику цитрусовых, тропических фруктов, пряностей, ягод. Но это легкое цветочное пиво, которое очень хорошо идет в жару и подходит к любым закускам, даже к шашлыкам. Ну, а еще там никаких цветов не распробовал. Цветов не распробовал. Не, ну такие. Вот сейчас оно немножко нагрелось еще. Как раз вот такие полевые какие-то, как будто легкие цветочные Конопля. конопля. Легкие цветочные конопля. Ты это распробовал? Теперь наша задача поставить этому пиву оценку. Ну, не очень сложная задача, шкала от 1 до 10. Ну, вообще мне нравится такое пиво светлое. 8, ну, твердое. Пиво интересное, да? Я бы 7 поставил. Да, где-то 7-8. Так. Ну, достаточно высокие оценки. 8 и 7. Green Street Hooligan Vacation. Ну что, продолжаем. Наш следующий экземпляр. Ржаной стаут 1915, русские не сдаются, от воронежской пивоварни «Брелок». Плотность 16, содержание алкоголя 5,5, расчетная горечь 40. Стаут, сваренный с добавлением ржаного солода с акцентом на кофе, шоколад и жженый солод с кислинкой и шоколадной сухостью в завершении. Ну что ж, С осадочкой. да, это осадочек дрожжи. Это нормальное явление абсолютно. Бояться этого не надо. Во всяком случае, для этого стиля пива. Запах понять не могу. Предыдущее лучше пахло. Ну, какой кисловатый немного. Но я, честно говоря, когда выбирал это пиво, от аромата ждал немного другого. Потому что я тоже его не пробовал. Как и вы, я первый раз буду пробовать это пиво. Но попробуем. давайте попробуем, да, потому что аромат, честно говоря, меня расстраивает. На вкус уже поинтереснее. Да, а вкус не подкачал. Ну, это, в принципе, как и все темное пиво, то у них вот такой вот, это, немного терпкий терпкость? вкус. Вас немного Чуть-чуть. направить в сторону. Терпкость, что напоминает? Хлебная. Да, такой жженый хлеб. Да, это ржаной стаут. Ну а как тебе по вкусу? Ну, средненькая пятерочка. То пиво мне больше понравилось. Мне темное, ну, как бы не очень. Не особо. Ну а что-то чувствуется вот по вкусу, в аромате, какие-то ассоциации, что-нибудь из детства? Нет, из детства точно нет. Может быть, да, я вспоминаю, как я сидел на стоге сена
И мама принесла мне корочку хлеба с молоком, и я... Извините. Странная ассоциация. Да. Не, мне, в принципе, темные сорта пива как бы интересно, я бывает пью. Вот, в принципе, мне этот понравился вкус. Он не такой уж не горький, в принципе, и то есть пьется легко, мягко. Горечь здесь меньше, чем в Да. предыдущем пиве. Просто более такой, более жженого хлеба. Это стаут. Стаут, то есть именно как раз жженость вот эта вся, она присутствует всегда во всех стаутах. Может быть меньше немного в молочных стаутах. Но это ржаной стаут, поэтому у него вот такая жженость. Связно вкуснее. Под шашлык надо его есть. Да. Да, давайте попробуем. Давай, обновим рецепт. Не, правда. Мясо замечательное. Это пиво от пивоварни Брюлок. Называется 1915. Русские не сдаются. Вот такая этикеточка. Смотрите ее. Что-то там Это пиво. Не русский изображен там. Русский. Это пиво было сварено к столетию подвига героев крепости Осовец, которая была названа «Атака мертвецов». То есть... Что-то на русского мало похож. Как японец замотанный. Не, как раз они замотаны были, потому что немецкие войска пустили газ в сторону крепости Осовец. Нельзя было бомбить, то есть пускать снаряды. Но они выкрутились, немцы. Просто пустили газ с ветром, идущим в сторону. Ну и, конечно, русские были неподготовлены, и первые два рубежа обороны очень сильно пострадали. Дальше, когда немцы пошли в атаку, думали, что все уже мертвы. На них выскочили русские, да, перемотанные, все, естественно, после ожогов от газа, травления, как это говорится в летописях, харкающие своими легкими с криком «Ура!». Ну и немцев небольшим количеством людей пустили огромную армию, которая превышала их в десятки раз, наверное, в сотни, может быть, пустили в бегство немецкую армию. Но на родине, в городе Землянске, Воронежской области, так и не поставили никакого памятника этим героям. И пивоварни Брюлок решили по-своему отдать дань этим героям и сварили это пиво. Это ржаной стаут. Для темного пива оно прям неплохое. Вот, если не смешивать как бы предыдущее с этим, вот, то среди темных я бы ему, не знаю, может быть, 8 поставил. У меня такой вопрос. Если бы я... Подожди, там этот крендель приехал. Что за крендель? А, этот. Ему что, мало было, что ли, в прошлый раз? Но он не с пустыми руками. Тихо, убери. Давай с ним по старой схеме. Так вот, вопрос. Мотоклуб, ну, в частности, ваш мотоклуб, является, по-моему, сообществом достаточно закрытым, и попасть в него не так-то просто. Или же все-таки достаточно иметь байк, подружиться с вами, и вот я уже у вас. В принципе, достаточно желания иметь мотоцикл. То есть и желание быть в братстве. Вот. Но, разумеется, ты сразу в нем не будешь. Вот. А как это Есть. происходит? Ну, ты приходишь в сообщество на людей. Разумеется, тебя никто не знает, ты никого не знаешь. Есть время для знакомства. То есть ты просто катаешься, просто ездишь, с тобой люди знакомятся. То есть на этом этапе ты, если изъявляешь желание, то можешь получить хэнграунд. Что это такое хэнграунд? Хэнграунд — это, грубо говоря, рядом болтающийся. А, хэнграунд. Хэнграунд. Понятно. Вот, за это время ты, получается, ездишь с клубом, знакомишься с людьми, люди с тобой знакомятся. За это время ты понимаешь, нужно вообще тебе это. И как ты будешь смотреться для людей, которые уже в клубе. То есть они принимают свое решение, ты думаешь, то есть нужно себе это вообще или нет. Вот, через какое-то время, если все хорошо продвигается, ты дальше уже можешь продвигаться, ну, в клубе уже в дальнейшем. Ну, то есть это какая-то ранговая система, так сказать. По сути, да. А какие ранги дальше идут? Дальше идет проспект. Что это? Кандидат. Проспект это... Кандидат уже. Да, это по-английски это переводится как шанс, по-моему, что-то такое. Да. То есть человек, которому дали шанс, и он уже может стать дальше с вашим Да. братом.
Получается, да, на этом как бы знакомство и общение, разумеется, только начинается. Больше, да, становится. Вот. Ну и, разумеется, через какое-то время уже человек становится мембером. То есть, а время от хэнга до мембера это может быть очень долго. Понятно. Ну что, давайте поставим оценку. Ну, как я уже сказал, где-то в районе 8. Ну, я еще раз повторюсь, я не очень люблю темное пиво. И поэтому 5 баллов. Пивоварня Брюлок, 1915, русские не сдаются. 8,5. Вот мы и добрались до третьего пива. Как вы видите, бутылочка поменьше, чем предыдущая. Что бы это значило? Наверное, она крепкая. Блин, наверное, нас обидеть хотят. Янтарный эль от новосибирской пивоварни Йо-Хо-Хо. Плотность 20, содержание алкоголя 8,5, расчетная горечь 45. Янтарный эль, охмеленный 3 американскими хмелями Чинук, Симкоя и Warrior. Первые 2 пошли в том числе и на сухое охмеление. Выдержан 4 месяца в бочках из-под текилы. Прошу вас. Что-то я не понял. Заставляет задуматься. Аромат. Как лекарство какое-то. Ну, как в аптеку сходил. Да. Чего-то да. Чего-то от коньяка как будто. Вкусно? Неплохое такое. Оно как бы больше к темному по вкусу идет. По-моему, Это, нет? Нет. это эль, оно не к темному нет, это там эль. К темному точно она не подходит. Ты что? Это вот Ну, эль всегда как бы темный обычно. Нет, почему? Бледный эль, светлый, они разные бывают. Темные, это все эль. Ну, Нет, это просто эль, это не, то, это что, вкусно. ну да. то, что бродит сверху, верхового брожения. То есть дрожжи, которые поднимаются вверх. А лагерные сорта это то, что седает при низких температурах вниз, бродит снизу. Вот все вот эти пивы, которые мы привыкли пить из наших пивнушек. В этом больше ноток и нюансов каких-то, таких, которые заставляют тебя вдруг искать в своей памяти что-то, что это такое. Вот как ты сказал, коньячное. Я обязательно расскажу, что там есть, что так вызвало твои ассоциации. Стиль этого пива называется Amber Ale, то есть янтарный эль. Собственно, цвет этого пива и дал название этому пиву, этому стилю. Янтарный эль. Давайте попробуем еще. То, что ты говорил про коньячные тона. Это пиво выдержано в бочке. Но не из-под коньяка, а в бочке из-под текилы. Выдерживалось в бочке из-под текилы оно 4 месяца. До того, как использовать ее для текилы, эти бочки по традиции берутся бурбонные бочки, в которых до этого выдерживается бурбон. То есть бочка с многолетней такой историей. Ну и теперь в ней выдержали вот это прекрасное, я считаю, пиво. А янтарный цвет, посмотрите его на просвет, оно прям приятный у него янтарный цвет. Получает это пиво за счет карамельного солода, который добавляется в засоб. А сколько градусов? Плотность у него 19, а градусов 8,5 алкоголя. Крепко. Ну, крепко, но градусы не чувствуются так сильно, согласитесь. Да, не сильно бьет алкоголем. Прям. Ну да, и в аромате алкоголь не чувствуется. Да. То есть нет такого прям спиртяги. Как говорят сейчас нынче все модные блогеры, алкоскры. Давайте поставим оценку ему. Как элю, если, то есть, опять отойти от тех, что мы пробовали, именно как элю, я бы, наверное, поставил 9. Моя оценка. Ну, я думаю, 8. Крепкое пиво тоже не очень. Но на вкус хороший. Ну, к мясу оно не очень, если честно. С мясом не идет. Ну, замечательно.
Эмбирель от Йохохо 9,8. В этом выпуске побеждает Эмбирель от пивоварни Йохохо. Несмотря на то, что мне пришлось пережить, мне было очень приятно с вами общаться. Нам выкуп привезли. Отлично. Red Machine. Все, я свободен. Да? Ну, ты же не откажешь нам в компании? Разумеется. На этом все. Спасибо, что были с нами. Пробуйте крафт. Влюбляйтесь в крафт. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал Топ Бир. Комментируйте, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. Пока! Пока!